Привет, с вами Вилсаком. Мы с вами привыкли, что компьютер — это такая здоровая грабина, которая может стоять на столе, под столом, но даже в формате мини-ATX это такой все равно гигантский ящик. Сейчас, конечно, все немножко изменилось. Можно купить моноблок, ноутбук, есть маленькие компьютеры, тот же Mac Mini, который, к сожалению, Apple что-то забила. А вот Intel придумала интересную штуку, которую назвали Nuke. Вообще, это плата 10 на 10 сантиметров, куда можно натыкать всякого разного и получить полноценный компьютер. А также есть вариант сразу готовый, уже с блоком питания, с корпусом, как для домашнего использования, так и даже для игр. Давайте распакуем, узнаем, что это такое на самом деле, протестируем. Поехали. Просто для сравнения, это Apple TV 4K, новая приставка Apple к телевизору. Это Intel Nuke, полноценный компьютер с блоком питания и со всеми пирогами. И вот эта коробка тяжелее и шире, чем Intel Nuke. Фантастика. Как они уместили все, что здесь заявлено, в такой маленький корпус, мне очень интересно узнать. Как я уже сказал, Intel Nuke бывает в нескольких вариантах. От просто платы, очень доступной, до игрового решения в таком маленьком корпусе. Я выбрал некую золотую середину. Это версия на Core i3 для домашнего использования. Можно как медиасервер замутить или просто как маленький ПК для того, чтобы серфить в интернете. И вот такая версия стоит плюс-минус 20 тысяч рублей. Но тут прямо на коробке указано, для того, чтобы вся эта радость завелась, ну кроме монитора, понятное дело, мышки, клавиатуры и всякой периферии, нам понадобится DDR4 SO-DIMM и как минимум 8 гигабайт у нас уже есть. Их пришлось докупить дополнительно. Также нам понадобится HDD SSD жесткий диск, и такой у нас тоже есть. В данном случае это Seagate Barracuda на 1 терабайт. Я сейчас объясню, почему именно HDD. И, конечно же, операционная система. В моем случае это Windows 10 домашняя. И, как вы понимаете, получается уже не супер дешево, но мы говорим о производительном, компактном решении. Более того, Intel настолько упарываются, что предлагают это еще для B2B. Вы можете на базе этой штуки построить да что угодно на самом деле. Автомат, вендинговый какой-нибудь, можно табло информационное и так далее. Но я хочу использовать это для своих домашних маленьких нужд, если вы понимаете, о чем я. 1 терабайт HDD. Кстати, если после просмотра этого видеоролика вас внезапно переклинит и вы захотите купить себе Intel Nuke, то сделать это лучше всего в магазине CityLink, потому что при покупке Nuke с вот таким жестким диском вы получите скидку 10% по промокоду, ссылка и вся информация в описании, имейте в виду. Тут на коробке указано, что Intel Nuke это мини-PC Kit с Optane Memory, и я полез читать в интернете, конечно же, сразу, что это за новая технология такая интересная, и даже мне, человеку не сильно далекому от этой темы, оказалось непросто разобраться. По сути, это, как вот знаете, Fusion Drive или SSD плюс HDD. Это маленькая такая платка на 16-32 гигабайта, которая ускоряет загрузку операционной системы, все операции по вводу-выводу. По сути, такое кэширование просто более умными алгоритмами. В этом плане Intel красавцы, и мне действительно интересно узнать, как это будет работать в связочке с HDD. И как вы понимаете, если мы говорим о маленьком компьютере вот такого размера, то, конечно, переплачивать за гигантские SSD никакого желания нет. И, возможно, Optane Memory действительно решает задачу ускорения системы. Что-то в последнее время я люблю поговорить, а распаковка это вообще не то, чтобы прямо занимало вообще все время видоса. Тем не менее, здесь много всего внутри интересного, и я хочу вам сказать, что сам факт присутствия на рынке такого продукта нам с вами очень и очень полезен, потому что раньше Apple были красавцы, пилили Mac Mini, доступная система от Apple, а теперь хрен там плавал, и они больше этот продукт не поддерживают, по крайней мере он пока не обновляется. Вот так выглядит весь Intel Nuke, маленький, прикольненький, но, конечно же, здесь должно быть еще всякого разного, да, достаточно много. Вот это вот. Это так мило вообще. Утипусечка такая. Крепление на стену. На самом деле, на базе этой истории можно сделать себе мультимедию в автомобиле или еще куда-то. И вот такой вот кронштейн, это тоже очень-очень приятно. Конечно же, куча винтиков, чтобы все это прикрутить к стене. Еще какой-то маленький винтик, хрен знает зачем. Сразу чувствуешь, что распаковываешь все-таки маленький, но ПК. Какие-то винтики, какие-то пакетики. Это все так забавно. И блок питания внешний, потому что, конечно же, сюда засунуть его было бы очень сложно. И сразу целая куча адаптеров на все типы розеток. Тоже красавцы. Вот, собственно, и все. Для маленького ПК очень важно, какого размера является блок питания. И здесь он аккуратненький, можно даже его еще и повесить на карабинчике, то есть сделан очень и очень опрятно. Непосредственно адаптер вставляется в сам блок питания. Может быть, вот так? Да. О! Во, смотрите, какой маленький. И это весь блок питания. Блин, крутяк. Что же у нас тут внутри интересного? Ну, во-первых, не очень круто, вот реально не очень круто. Красиво, конечно, но верхняя крышка, она глянцевая, и смотрите, фокус-покус.
теперь она грязная и несимпатичная. В общем, для такого утилитарного продукта, конечно, хотелось бы, чтобы здесь была какая-нибудь матовая крышка, которая бы не пылилась и так быстро не грязнилась. С другой стороны, это не тот продукт, который ты будешь лапать everyday. Можно, на самом деле, тряпочкой протереть и аккуратненько пыль смахивать. А теперь, друзья, мое самое любимое. Портов больше, чем в макбуках новых Pro 2016 и 17. 4 USB 3.0, причем один для зарядки, видите, желтенький. USB 3.1, он же USB-C совместимый. Ethernet, пожалуйста, HDMI, welcome. Есть возможность вставлять карточки microSD, фоточки редактировать. Kensington Lock, пожалуйста. Вход для наушников и микрофона. Блин, да здесь вообще все есть, что надо для жизни. Причем корпус еще и алюминиевый. Вот так вот поставил и живешь вообще припеваючи. Вы помните, мы с вами собирали пару раз компьютеры, это было каждый раз очень больно, потому что много всего крутить-вертеть, а здесь 4 болтика, они же ножки. И все, что нам нужно, это вот так вот раз, два, три и вставить жесткий диск. Сюда можно поставить и SSD, в том числе. Есть возможность установить 2 слота для памяти, поэтому до 32 гигабайт оперативы. Но мне кажется, вы знаете, в случае с таким компьютером вот эти все излишки 32 гига оперативы, они, конечно, не нужны нафиг, потому что, ну, камон, серьезно. Ну, вот так это все просто откручивается, и на случай, если вы забыли, есть даже стрелочка, показывающая, где у нас перед, а где зад. Корсари! Та-дам! Вот эта маленькая платочка голубая, это и есть Intel Optane Memory, и она у нас на 16 гигабайт в M2 слоте. Ее можно в случае чего заменить просто на SSD в таком виде. И нам остается только память вкорячить. И готово. Установка жесткого диска еще более простая операция. Как знаете, какой-нибудь Сникерс распаковал, вот это такая тема. Ни хрена не вставляется. Потому что другой стороной. Чпок. Опять же, готово. Осталось только прикрутить. Финальный штрих. Отрываем пленочку с кнопки питания и со всей лицевой панели. Готово. На самом деле, компьютер «Собери сам» в миниатюрном варианте мне понравился. Веселый такой, нарядный. Здесь Intel Iris 620 графика. И мне очень хочется узнать, как она себя показывает. Поэтому мы сейчас поставим сюда Windows. И это очень круто, потому что здесь можно это сделать буквально с флешки. Коробка с Windows запакована хуже, чем Intel Nuke. В смысле того, что ее реально хрен откроешь без дополнительного инструмента. Ну ё-моё, надрез делаем. Теперь нужно установить Windows. Вот уже несколько дней мы тестируем Intel Nuke в своей лаборатории, и хочу сказать, что я ошибался насчет этого продукта. Мне казалось, что это просто дешевый компьютер, который, в принципе, можно использовать как обычный домашний. Но чем больше мы им пользовались, тем больше я понимал, что это узкоспецифический продукт со своим совершенно очерченным кругом возможностей. Вот это крепление, которое я назвал для стены или что-то типа того, на самом деле нужно для телевизора или, на крайний случай, монитора. То есть вы можете таким образом создать из своего монитора действительно компьютер, и это на самом деле здорово для офисов или для каких-то вот таких очень простых задач, когда нужно покрутить Office 365 или посидеть в интернете. Процессор Intel Core i3, который стоит здесь, 7-го поколения, неплохо справляется с возможностью, например, декодирования и воспроизведения 4К видео. В Edge я офигел, на YouTube он без проблем проигрывал 8К видео. У меня есть чувство, что здесь виноват либо YouTube, либо Edge, но так быть не должно. Например, в том же Chrome это же самый ролик дичайше тормозит, и вот это больше похоже на правду. Но в любом случае я удивился, что 4К он показывает достойно. В какой-то момент я начал думать, ну купил я вот эту версию за 20-ку, докинул сюда еще оперативу, жесткий диск, операционку, потом еще монитор, клавиатуру, мышь, и это же уже дорого получается. И вот тут меня снова осенило, что это не так работает. Это не тот компьютер, который вы покупаете как обычный ПК. Это маленькая хрень, которая нужна вам под конкретную задачу, и не факт, что ей вообще когда-либо понадобится клавиатура и мышь, например. У себя на студии мы решили использовать Nuke весьма специфическим образом. Он будет подключен к телевизору на 55 дюймов, на который будет выводиться информационное табло с задачами на ближайшие недели и месяцы. Делаем мы это в Trello, есть такая приложенька, и на самом деле это можно даже сделать через браузер какого-нибудь Smart TV, но таким вот решением будет намного удобнее и функциональнее. Сам Nuke собран на удивление хорошо для подобного класса продуктов. Здесь все-таки алюминиевый корпус, и когда я его разбирал, я даже решил, что на процессоре используется пассивное охлаждение. Нет, есть кулер, но он очень тихий, и хочется верить, что
что долго пробудет именно таким. И вообще, в принципе, понятно, что инжиниринговый отдел свой хлеб ест не зря. Очень понравился блок питания, он маленький, практически не греется, инженерное произведение искусства. Сразу верится, что R&D отдел Intel не зря свой хлеб ест, молодцы. Ну, конечно, очень хотелось протестировать эту маленькую коробочку в играх, хотя я понимаю, что она абсолютно не для этого, но как же без этого-то, очень интересно. В первую очередь, конечно же, запускаем CSGO и видим, что все дичайше тормозит на средних и высоких, и почему-то по умолчанию именно такая графика и выставлена. Если понизить разрешение, все скинуть на низкие, то можно добиться плюс-минус стабильных 30 FPS и даже неплохо нагибать. Хотя игру это назвать сложно, потому что все-таки выглядит хреноватенько. 30 FPS очевидно недостаточно для того, чтобы просто всех разносить направо и налево, да и играть на таком девайсе, но весьма специфическое занятие. Ну, CSGO это киберспорт, а что в офлайне? Запускаю Doom и вижу, что все еще хуже. Игра идет совсем отключенным в разрешении 720p на ультра низких настройках, дай бог 15-20 FPS. И, конечно, играть на таком слайд-шоу достаточно... Ну, как вам сказать, практически пошаговый Doom получается. Стратегично, конечно, можно рассчитать следующий ход и убивать всех мобов просто, знаете, как гроссмейстер, но, конечно, удовольствия это особого не доставляет. Но давайте представим, что я обычный менеджер, и вот эту штуку мне выдали просто на рабочем месте, дескать, для твоих задач в офисе хватит. Я поработал, у меня перерыв, хочу позадротить в танке. Запускаю и вижу, что, опять же, на самом минимальном значении графики 3 FPS. Я не знаю, мы все поставили драйвера официальные, последние с сайта, но 3 FPS. Хотя я читал всякие статейки и видел собственными глазами графики, HD 620 должен выдавать плюс-минус 30 FPS в Battlefield 1. Не знаю, что за шаманы всем этим занимались, у нас ничего даже близко не завелось. Даже 3D Mark отказался работать, дескать, у вас DirectX устаревший. Я бы мог на самом деле разобраться и запустить, но то, что я там бы увидел, меня бы очень сильно расстроило. Я и так, в общем-то, не на позитиве. Я решил даже не заморачиваться. Но в какой-то момент я подумал, ладно, здесь слабенький процессор, ладно, хреновая графика, давайте подключим eGPU, мы с вами про него делали ролик, здесь стоит 1080 Ti, и поскольку здесь есть USB 3.1, он же C, я могу, соответственно, все это сканать. Крен там плавал. Здесь, по сути, используется это все для дисплей-порта. Thunderbolt 3 не поддерживается, поэтому подключить всю эту радость не получилось. И это, конечно, грустно. Вот хотелось бы, чтобы, может быть, хотя, с другой стороны, нафига это надо? Ну, это такой колхозинг и такие костыли, что ну его нафиг. Это абсолютно не для этого устройства. И вот пройдя все это, знаете, сначала отрицание, потом торги, и вот в конечном счете примирение, я понял, что да, это девайс абсолютно не для игр и не для тех кейсов, которые есть у меня. Но эта версия такая, как я уже и говорил, не самая дешевая, не самая дорогая. И вы знаете, что самое забавное? На базе Intel New, как опять же говорят некоторые люди в интернете, можно наколхозить Hackintosh. Я как-то эту тему всегда избегал на своем канале, а потом подумал, а чё бы нет? Если Mac Mini нам не обновляют, можно взять вот такой нюк, накатить сюда Hackintosh и радоваться. Ставьте лайк, если эта тема вам интересна. Чем больше лайков, тем быстрее я пойму, что надо что-то подобное запилить. Как минимум со мной связались люди, которые этим занимаются и готовы даже помочь. Что в сухом остатке? Увидите такую приятную коробочку, она прикольная. Так же, как и Apple TV, например, 4K, так же, как и Nvidia Shield. Все это зачетные коробочки, но со своим специфическим форматом использования. Если вы четко знаете, зачем вам это нужно, берите, девайс собран хорошо, сделан качественно, вопросов нет. Но это не маленький компьютер, это все-таки специфический девайс. В заключение хочу сказать, что вот эта радость делится на несколько категорий самим Intel, от дешманской платы до непосредственно игрового решения, и вот игровой формат я бы потестировал еще более предметно, потому что там, возможно, производительности хватит для того, чтобы на базе вот такого маленького продукта построить уже что-то большое, интересное и серьезное. Но мне очень понравилось, я верю, что Intel будет эту тему форсить, и у них все получится, в дальнейшем они сделают еще больше вариаций, еще больше форматов, которые можно применять под свои узконаправленные задачи. А с вами был Вилсаком, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, может быть, вы сами купили себе такую штуку, для чего-то используете, расскажите мне будет интересно узнать. Подписывайтесь на мои социальные сети, пишите мне там, в Инстаграме, в ВКонтакте, в Твиттере, пожалуйста, и совсем скоро увидимся. Пока. Все.